Привет-привет! Я думаю, вы уже догадались по картинке, что это видео опять о простых идеях из остатков пряжи. В одном из своих предыдущих видео я переделывала вот такие вешалки из Икеи, добавила к ним цветочки, и я знаю, они вам очень понравились. В этом видео я хочу сделать такой мальчуковый вариант этих вешалок. Мне потребуется немного голубой пряжи, немного белой пряжи и крючок номер 6. Итак, беру свою вешалку, беру голубую пряжу и крючок, и с правого края начинаю обвязывать ее обыкновенными столбиками без накида. Делаю петлю на крючке, дальше провязываю, получается первая воздушная петля, опять завожу крючок за вешалку, подхватываю рабочую нитку, провязываю. Хвостик сразу ввяжу в изделие. Я сделала 12 столбиков без накида голубой ниткой и перехожу дальше к вязанию белой нитью. Голубую буду ввязывать в белый ряд. Делаю петлю белой ниткой и затем шапочку тоже провязываю белой нитью. Хвостик потом опять спрячу в изделие. Опять завожу крючок за вешалку, подхватываю нить и продолжаю вязать так, пока не закончится правая половинка. Так, белых столбиков я сделала 7. Перехожу на левую половину. Добавлю еще, потому что справа как-то больше смотрится. 7 столбиков без накида белой ниткой с левой половины я провязала, но так как у меня очень асимметричная вешалка, здесь я добавлю еще несколько белых столбиков. Для того, чтобы плечики казались одинаковыми. И дальше перехожу на вязание опять-таки голубой ниткой, а белую буду ввязывать в ряд. Ну и вяжу так до левого края. Здесь можно, конечно, было бы укладывать нить аккуратно на палец, срезом вверх и затем стараться положить ее лицевой стороной наружу, но пряжа у меня сильно БУ, она сильно перекручена и уже вытянута в самом мотке, поэтому я так стараться не буду, а просто довязываю этот ряд до конца. Голубых петель слева и справа у меня одинаковое количество, а вот белых у меня слева чуть-чуть побольше. В конце последнюю петлю вытаскиваю чуть-чуть повыше, обрезаю и белую нить. И дальше прячу хвостики своего изделия в вязаном ряду с помощью крючка. Декор вешалки на этом не закончен. Мне потребуется еще одна деталь. Беру обычный мерсеризованный хлопок и крючок номер 3. Набираю цепочку из 10 воздушных петель. Две первых воздушных петли пропускаю и вставляю крючок в перемычку 3 и вяжу столбиками без накида. За перемычку до конца ряда. У меня получается 8 столбиков без накида. Дальше делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд, разворачиваюсь, первую петлю пропускаю, во второе звено вставляю крючок и вяжу опять столбиками без накида до конца ряда. Их тоже должно быть 8. Последнюю 8-ю делаю воздушные петли, которые были подъемными в предыдущей
ряду, то есть в цепочке из воздушных петель. Ну и повторяю это снова. Воздушная петля подъема, первую пропускаю во вторую петлю и вяжу такими поворотными рядами на нужное число рядов. Последний столбик делаю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Провязала я 30 рядов в высоту, оставила длинную нитку и вставила ее в иголку. Этой иголкой я сейчас буду сшивать изделие. Просто складываю его в кольцо и сшиваю петля к петле начало и конец этой детали. Нити завязываю на узел. Складываю деталь швом посередине и формирую из этой детали бантик. Вот так. Фиксирую бантик. Опять связываю нити на узел. Обрезаю нити и прячу хвостики. У меня получилась вот такая деталь. Разогреваю пистолет для пластикового клея, наношу небольшую капельку на бантик и прикрепляю бантик в центр своей вешалки. И посмотрите, какая прелесть на этот раз получилась у меня. И как вам вот такой комплект из вешалок? Какая нравится больше? Розовая или вот такая голубая? Для следующей идеи мне потребуется пластиковый ободок. У меня он сделан еще в СССР, немножко такой запачканный уже. Плюшевая пряжа и крючок номер 4. Приклеиваю на ушки своего ободка с обоих концов небольшие кусочки плюшевой пряжи на пластиковый пистолет. Беру плюшевую пряжу и крючок и начинаю вязать цепочку из воздушных петель, но не обычную, а с подхватом петли на ряд ниже. В своих видеоуроках я очень часто использую эту цепочку, она мне очень нравится, я думаю, она всем вам уже знакома, но если вы первый раз ее видите, то для вас я оставлю ссылку внизу под видео в описании на подробный видеоурок об этой цепочке, либо вы также найдете его вот здесь по подсказке. В этом видео я подробно на ней останавливаться не буду. Беру пластиковый клей и основу для ободка и начинаю приклеивать свою пушистую цепочку из воздушных петель к основе. Аккуратно обматываю ее по спирали, особенно аккуратно прохожусь с того конца, где ушки, чтобы здесь все было аккуратно спрятано, чтобы основа не проглядывала. Цепочку из воздушных петель я подвязываю по мере необходимости, сразу на всю длину я не вяжу. Пластиковый клей я люблю за короткое время экспозиции. Нужно просто нанести небольшую горячую капельку на изделие, прижать пальцами и подождать несколько секунд. При комнатной температуре пластик очень быстро остывает и изделие схватывается. Снова подвязываю и снова приклеиваю. И с внутренней стороны тоже, чтобы все было аккуратно приклеено и нигде не просвечивала основа. В конце ряда опять вытаскиваю последнюю петлю подлиннее, обрезаю нить и аккуратненько заматываю, заклеиваю кончик. Здесь я пытаюсь еще не обжечь себе пальцы, потому что клей очень горячий, и прячу хвостик на изнанке в косичке. И посмотрите, какая прелесть получилась у меня из старого советского ободка. Как жаль, что в моем детстве не было пластикового клея и такой замечательной плюшевой пряжи. И ободки мне приходилось обклеивать клей в момент и обшивать бархатом. От плюшевой пряжи я снова возвращаюсь к мерсеризованному хлопку и крючку номер 3. Я думаю, у всех есть вот такие вот резиночки-пружиночки. У меня она такая скучная, знаете ли, прозрачная, и я решила, почему бы не сделать ее веселенькой. Беру крючок, беру ниточку, делаю воздушную петлю,
Дальше делаю столбик без накида, снова столбик и вяжу так по периметру своей пружинки. Знаете, обвязывать пружинку не так удобно, как обвязывать, допустим, цепочку из воздушных петель. Она все время крутится, и здесь приходится поворачивать саму пружинку для того, чтобы прийти к какому-то месту, которое можно снова обвязать. Столбики без накида стараюсь укладывать плотно, так, чтобы даже на растяжение моя пружинка не просвечивала. В конце ряда снова смыкаем ряд с помощью протяжки, завязываем нити на узел и прячем кончики в рядах. Здесь крючок, которым я вязала, отказался помещаться в ряд, и поэтому приходится воспользоваться крючком меньшего размера. И вот какая резиночка получилась у меня. По-моему, так стало намного интереснее. Кстати, такую резиночку можно использовать и как браслетик. Теперь точно уже никто не скажет, что я сапожник без сапог, даже если на мне не будет вязаной сумочки или вязаного топа. Ну и для еще одной идеи мне снова потребуется трикотажная пряжа. Я возьму крючок номер 5, хотя вязать буду из традиционной трикотажной пряжи 7-9 мм. Вязать я буду I-cord на 2 крючках, поэтому мне потребуется 2 крючка номер 5. Делаю одну петлю на крючке и добавляю вторую петлю на этот же крючок. Перевожу вторую петлю на первый крючок, на второй крючок и провязываю воздушную петлю первым крючком. Дальше меняю крючки в руках и теперь провязываю петлю со второго крючка. Снова меняю крючки в руках, провязываю петлю на первом крючке. Меняю крючки и провязываю. У меня получается двухпетельный I-cord. Вяжу таким образом на нужную длину. Провязала я приблизительно 12 сантиметров, и мне будет достаточно. Обрезаю нить. Вставляю нить в один конец и вставляю нить в другой конец. Тем самым I-cord закрывается. Я распущу начало этого шнура и закрою его точно так же. Мне не нравится, как оно получилось не очень аккуратно. Верну петли на крючке в начале и тоже провяжу немножко еще I-корды. И закрою точно так же, как и конец. Беру одну нить, протягиваю через одну петлю, и эту же нить протягиваю через вторую петлю. Вот так-то лучше. Теперь деталь смотрится аккуратно с обоих краев. А дальше делаю скользящие узелки на этом браслете. Завязываю с одного края узелок, но не затягиваю его. И завязываю с другого края узелочек, но тоже не затягиваю его. Нить с одного края вставляю в узелок на другом краю, а нить с другого края вставляю в узелок тоже на другом краю. И вот теперь тяну за обе нити. Завязываю простые узелочки на концах. И вот такой браслетик у меня получается со скользящим замочком. Надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее видео. Если это так, то не забудьте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. А также напишите, какая из идей вам понравилась больше всего. Стоит ли продолжать снимать такой формат видео и нравится ли он вам. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.